Ну, поэтому давайте вот настроимся на светлицу супер. Да, то есть как бы попробуем вот стать суперменами, супервуменами и вообще как бы сверхчеловеками с точки зрения того, чтобы выйти за рамки тех возможностей, которые у нас есть. Да, то есть как бы вот мы через это настраиваемся и попробуем как бы расширить себя. Но на чем мы наталкиваемся, когда мы вот делаем такое расширение? На негатив свой собственный, причем, да, то есть как бы на неверие, на то, что мы о чем-то все время думаем, у нас какие-то есть заботы, какие-то хлопоты, они нас волнуют, мы как бы вот на кого-то обижаемся, кем-то вот мы не можем договориться и так далее. Да? То есть, поэтому мы сейчас попробуем от этого всего избавиться. Вот, оказывается, исследования такие проводили, что мы можем все это попробовать стереть. То есть, если человек чего-нибудь запишет негативное, а потом это выкинет, он как бы выкидывает из своей жизни вот этот негатив и перестает о нем думать. Как будто бы он уже реализовался где-то там. Что о нем думать? Я уже его записал. Поэтому мы сейчас возьмем листочек бумаги. Да, то есть как бы вот возьмем светлицу супер в руки, настроились. И начнем писать. Будем писать свои грустные мысли, свои какие-то то, что нас волнует, о чем мы переживаем, чем мы недовольны. И мы как бы это начинаем записывать. Вот. Поэтому вот светлицу мы как бы настраиваем на то, чтобы вот мы как бы больше вспомнили того, что чем мы недовольны. Вышли за рамки, да, то есть как бы даже того, вот, чем мы недовольны. А мне всегда чего-то не хватает, да, зимой лето, осенью весны. Вот. Чего не хватает нам? Чего нас ограничивает? Что нам мешает себя проявить? Кто нам мешает? Давайте про них напишем. Всем сейчас припомним. Поэтому записываем, кто нам мешает. Мы знаем, кто виноват. Но мы как-то, помните, у нас какая-то была тут работа, мы обнаружили, что самый человек, который всем мешает, который даже страшнее Путина, это Таня Бренич. Ей тогда это понравилось. Вот, хорошо. Вот Андрей уже тоже есть с сайтом. Молодец. Андрей успел вовремя подсуетиться. Поэтому настраивается на Genium. То есть что такое гениальный, говорят? Вот он какой гениальный, к нему мысли гениальные в голову приходят. Да, то есть я как-то анекдот рассказывал, когда один ученый, на конференции молодой, к такому маститому ученому пришел и говорит, вот вы такие гениальные вещи пишете, я читаю ваши труды и просто восхищаюсь, я как бы даже не представляю, как такое в голову может пройти. Вот. Как вы такое вот находите, такие вот удивительные, как это вот такое вдохновение вы можете получить? Это говорит, ну вот у меня простая методика. Я беру ручку, беру бумагу, кладу под подушку и ложусь спать. И среди ночи вдруг раз во сне что-то пришло, я быстренько беру ручку и записываю. Вот. А потом смотрю утром, ну, действительно интересная мысль. Потом дальше я начинаю прорабатывать. И получается интересное исследование. Ну, спасибо, говорит этот молодой ученый. Вот. Проходит несколько лет, они опять встречаются, тоже на международной конференции. Этот ученый уже остепенился и уже прибегает к этому, опять же, большому великому ученому и говорит, вы знаете, я вот попробовал ваш метод, действительно все удачно получается, я просто вам очень благодарен, даже никак не ожидал, что я смогу им тоже воспользоваться. Тот говорит, о чем, каком методе вы говорите? Ну как же, вот вы мне рассказывали, вот берете ручку там под подушку, там, говорит, я его усовершенствовал, этот метод. Я теперь сплю с секретаршей. Поэтому вот можем усовершенствовать этот метод. Да? То есть что мы сейчас делаем теперь? Вот записали, да, то есть какие-то вот ваши негативные мысли, все это. Теперь бумажку эту вот скомкали аккуратненько так, помяли как следует ее и пошли выбросили в мусорное ведро.
в корзину. Корзину для бумаг, там куда угодно. То есть вот, надо ее выбросить, эту бумажку, чтобы она вам не мешала. То есть все, что вот накопилось, все, что вот вам там, мы это берем и выбрасываем. Это все мусор. Избавляемся от этого мусора. Что делать, если нет под рукой бумажки и карандаша? То есть к этому методу можно прибегать неоднократно. Как бы опять где-то в голове стало там мешать чего-то, там крутятся мысли какие-то о чем-то, спать не дают. Еще раз взяли светлицу супер, настроились на супер качество, привлекли их к себе и вытеснили их вот это с этим потоком вот этих сверхкачеств, вот это все вытеснили. Куда вытеснили? Ну, на бумагу, значит, вы это все вытесняете. Если нет бумаги, вы берете там, смартфон, компьютер, там, все что угодно, да, берете файлик, создаете и туда записываете это все. Пишите, 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 набрали текстик, да, то есть как бы записали, сохранили его на диск. А потом берете этот файлик и отправляете в корзину на компьютере. Или удаляете его, да, то есть как бы его удалили и корзину тоже очистили, взяли и очистили. То есть сегодня надо будет еще ведро вынести. Ну или утром можно, не обязательно сегодня, как вам удобно, чтобы вот эта бумажка, она вся тоже ушла от вас. Вот. Таким образом мы вытесняем плохие мысли хорошими, да, то есть вот мы хорошее качество к себе привлекаем, а плохое из себя вытесняем. Вытеснили. Вот. Теперь попробуем, кто у нас тут сегодня у нас готов подвигаться. Ну, давайте, мы сегодня вот как сделаем. То есть у нас всегда есть возможность. Что такое эксперт-операторное взаимодействие? Еще раз, да, вернемся. То есть есть возможность взаимодействовать с человеком через световые потоки, создавая условия для единения, да, то есть системы одной, системы другой. То есть это основная задача. Как они отображаются в движениях там, тела, души, разума, это у каждого может быть свое, по-своему. Почему? Ну, потому что, ну, как бы есть азбука тела, да, то есть у нас есть, ну, как бы ограничители в теле. Но если она не тренированная, то есть мы двигаемся немножко коряво. Но мы как бы добавляем эмоциональность туда, мы добавляем туда разумность, и тело само идет туда, куда ему надо, да, то есть тогда мы как бы вот эту ошибку, которую мы накапливаем, мы начинаем ее уменьшать. Но светлица, да, то есть она нам поможет вот эту настройку на более многомерные объекты, на выход за пределы даже, может быть, нашей Вселенной, мы можем ее использовать как такой настройщик на нужное качество. То есть вот есть у нас задача какая-то у вас, вот есть личная задача, которую вы себе прописали, и вы можете эту задачку попробовать порешать. Поэтому мы сейчас попробуем попросить Людмилу. Вы можете подвигаться там? Есть у вас пространство? Так, значит, смотрите, нет, сейчас вот давайте мы как раз попробуем повзаимодействовать только с Людмилой. То есть пока все сидят и смотрят, да, у нас сейчас мы будем как бы так наращивать мерность. Вот у нас пока будет Людмила. То есть, Тамара, вы пока присядьте, да, как бы мы пока будем все наблюдать, да, то есть за Людмилой. Вот у нас есть задачки, которые мы тут сейчас сформулировали, потом пробежали, у каждого есть свои собственные задачки, да, то есть как бы, и мы как бы своими биолазерами будем смотреть на Людмилу, да, то есть в результате этого она с нами будет взаимодействовать, то есть она одна, нас много. Как бы мы сейчас вот как бы от этого пойдем отталкиваться. Значит, она сейчас как-то будет двигаться. То есть вы наблюдаете, как она двигается, да, то есть как бы руками не машете, ничего, просто смотрите, да, то есть и пытаетесь настроиться вот своей душой, как бы вот ощутить вот как ее состояние, которое у нее там возникает. То есть, и тем самым мы пытаемся наладить собственный контакт, да, то есть как свое тело, душу, разум, да, то есть на тело, душу, разум вот Людмилы сейчас. Поэтому давайте мы сейчас попробуем начать. Так, хорошо. Спасибо. Похлопаем. Замечательно. Ну, как бы вот первая часть нашего балета, да, то есть как бы кто еще хочет поучаствовать?
У нас сейчас нам надо уже больше народу. Мы как бы будем наращивать теперь мерность. Ага. Ну, значит, ну вы как бы сами по себе с одной стороны, а с другой стороны вы как бы не забывайте, что вы друг другом там взаимодействуете. Спасибо большое. Так, теперь нам надо еще нарастить мерность. Тогда мы добавим сейчас... Так, кто у нас еще будет участвовать? То есть, смотрите, здесь у нас, опять же, мы говорим об эксперт-операторных взаимодействиях, а не о танце. Да? То есть, как бы, это не танец, это возможность движения, взаимодвижения тела, души и разума при контакте световом. Да? То есть, когда мы можем обмениваться светом с экспертом-оператором и проявлять свои собственные качества, да, как бы с одной стороны, а с другой стороны использовать качества вот тех, кто присутствует здесь. Потому что это те люди, как бы тот генофонд, как бы, который у нас есть, и который тоже, собственно говоря, мы можем привлекать для решения тех или иных задач. То есть слушаем, опять же, с тела, как оно идет, с одной стороны, как душа откликается, и какие ассоциации в голове появляются, в чем в голову приходят, какие картинки, какие мысли и так далее. То есть как бы мы задействуем как бы все три ипостаси и, соответственно, настраиваемся, слушаем, потому что вы, вот опять же, вот у нас, видите, 4 окошечка, как бы каждый вроде сам по себе, но вы попробуйте вот ощутить вот это единство движений, как бы что вы двигаетесь как единый ансамбль, да, то есть движения могут быть разные, то есть это не значит, что вы обязательно должны повторять друг друга движения, да, то есть у каждого своя роль вот в этом взаимодействии, каждый по-своему ее отображает, но вы в этом движении, да, то есть вы являетесь одним целым, да, то есть вот эта вот целостность вот этих вот взаимодействий 2М и 2G, чтобы можно было почувствовать. Это как бы относится не только к тем, кто здесь сейчас будет двигаться, а вот ко всем, кто присутствует, кто смотрит на это зрелище. Да? То есть, потому что здесь мы можем выстроить как бы некую композицию, связанную как бы вот с 4 этими основными элементами и множеством как бы вот элементов, которые есть вокруг. Ну, давайте сейчас запустим следующую композицию. Спасибо большое. Ну, теперь можете даже не садиться, мы сразу включаем следующую композицию, и выходят уже все, кто может, как бы, то есть все, кто хочет участвовать, ну, кто может там подвигаться, у кого есть место, а кто не может, ну, может быть, просто сидя это делает, то есть это не важно. Значит, как бы 4-я стадия, 4-я фаза, я потом объясню, почему 4 нам надо было сегодня сделать композиции. Спасибо большое. Молодцы. Ну что ж, значит, почему 4 композиции? Потому что вот эксперт-операторное взаимодействие, когда их рассматривает на кривой эксперт, лидер follow, да, то есть как бы, ну, эксперт у нас follow, то есть как бы как система отображения, оператор у нас как лидер, да, то есть то на этой кривой есть 4 зоны, да, то есть зона 1, другая, 3, 4, вот. И нам нужно 4 зоны пройти, чтобы нам получить, наработать вот это новое качество. Ну, кому интересно, тот может найти описание этой кривой лидер follow. В принципе, если кому надо, могу выслать это описание. Вот. И тогда, если мы проходим как бы эти все 4 этапа, у нас есть возможность выйти на следующий этап, а именно перейти на получение нового качества, которое еще никогда не было. То есть выйти за рамки предъявления оператора и уйти в отрыв, как получение некого бесконечного превращения, да, то есть как развитие на новой ступени. Ира, да, Можно я? да, давайте. Да. Очень интересно было на первой композиции, которые были Людмила, потом вот девочки пошли, и вот, а я, конечно, настраивалась на них, но в то же время я чувствовала, что работа идет, она вот в каждом из нас, вот как будто внутри. А Людмила
начала работать, и вот эти файлы внутри нас, они начали стираться. Вот говорили о которых, они начали стираться. Вот эта настройка на освобождение места и времени для совершения новых, вот это Людмила произвела. Потом девочки, это уже вот они работали как правое и левое полушарие мозга. И там вот эти нейронные связи, они как раз-таки осуществляли вот это вот очень бережное очищение вот этих ячеек, вот этих файлов, стирание наших блоков. Вот это вот прям чувствовалось, у меня такое ощущение, что я настраивалась на них, на их работу, а работа шла от них вот в меня. Вот такое вот было ощущение, так интересно. Вот. И вот это вот стирание, ну, я говорю, очищение, оно происходило, вот эти две работы были. Вот. Потом мы когда стали, я себя, когда мы вчетвером работали, я чувствовала себя как вот ячейка, как в ячейке, вот одно ядро, ну вот в матрице, которую вы показывали, да, матрица развития, да, и я вот один шарик такой, хотя нас было четверо, но я вот каким-то шариком вот себя ощущала, которая двигалась вот в этой вот матрице, перемещалась и взаимодействовала с другими шариками. Вот. Но это, может, кто-то еще опишет. И когда уже все, было такое, когда все на четвертой шаге мы работали, у меня была такая интересная гармония внутри меня. И вот благость, я бы так сказала. Ну, вот как бы вот завершение процесса, да, это чувствовалось очень. Но вот я говорю, вот как-то вот через мое тело, ум, разум и душу, так вот прям вот как эти, как струнками, так это вот в течение всей работы, вот раз, два, три, четыре, да, это все вот как этими, как на пианино проиграли по мне, вот это тоже можно сравнить, как будто я вот этой клавиатурой, вот пианино и по мне вот так, вот все эти этапы прошли. Это очень интересно, здорово, спасибо, вот такое новое Спасибо, чувство. Вера. Да, я еще взяла, у меня у дочери супер, вот она приехала на каникулы, светлица супер, я на Мгм. нее тоже вот настроилась, Хорошо. с ней работала. Ну, у нас тут еще, кроме этого, кроме самого супер, еще как бы сама система Bionet, да, то есть мы же связаны как бы вот через эту систему, которую мы сделали, Bionet, в общем-то говоря, работает на усиление тех качеств, которые мы получаем через светлицы. Я просто тут как-то с одним товарищем, мы тут познакомились, и он нам, ну, интересно, он там считывает тоже информацию, как бы рассказывал нам про наши изделия. Вот. Я говорю, а вот, ну, картинки берет, допустим, со структурой, с цветочками вот эти вот, и как бы рассказывает, что эта структура делает. И, в общем-то, достаточно точно описывает, хотя вот, как бы мы не рассказывали, что она делает. Я говорю, а вот давайте посмотрим другая картинка. Вот одна структура, вот точно такая же структура, но только через систему Bionet полученная. То есть, как бы вот я специально как бы взял быстренько, скачал эту картинку через себя, через свой аккаунт, и ему показываю. Он говорит, так это, говорит, еще сильнее работает, говорит, почему-то, как бы, хотя вроде как там через другие системы связи, но оказалось, что когда вот она проходит через вот эту систему Bionet, она оказалась еще сильнее включается эта структура в работу. Он говорит, что-то там еще есть, я, говорит, даже я не пойму, что-то там еще какие-то много каких-то вещей появляется дополнительных, но он до конца не разобрался. Большое спасибо всем участникам. Рад с вами увидеться опять. Мы будем продолжать эту тему по развитию еще в следующий раз. Я не знаю, когда это будет, в пятницу, может, в воскресенье, а тут сейчас как сложится. Если какие-то будут предложения еще, когда там в другой день может провести, ну, давайте подумаем. И жду еще впечатлений от ваших взаимодействий, ну, для других. Делитесь информацией. Вот. Структура Genium супер доступна на сайте, да, то есть кто хочет, может с ней повзаимодействовать.
Вот. Дело в том, что там дополнительные какие у нас качества появились, это связано, опять же, с развитием мерности и с возможностью вот для объединения. Да? То есть что можно еще добавить. Описание мы выставим на это, оно такое длинное какое-то получилось. Но в целом на все структуры Genium. Вот. Ну и вы, когда будете с ними взаимодействовать, то пробуйте, что же, собственно говоря, у вас изменится вот в результате этих отношений. Да? То есть ведь повышение мерности – это всегда и какое-то изменение в качестве жизни. Вот. Поэтому ждем ваших отзывов, наблюдений, впечатлений, состояний, мыслей. Большое спасибо. Да, если кто хочет получать в этом видео, уже в той записи, какая она есть, без правок, которые у нас были, то есть мы как бы сначала, я его выставляю, но мы в открытый доступ его не выставляем. А для тех, кто хочет, посылайте мне в личку сообщение, и я вам вышлю ссылку на это видео. То есть в открытый доступ мы уже обработаны, то есть там фрагменты вырезаются, что-то там подчищается, и уже обработанное тогда выставляется в будущем. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.